Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале Мир автотехники. И сегодня у нас на обзоре легендарные автомобили СССР. Развитие автопрома СССР представляет собой интереснейшую летопись в нашей истории. Индустриализация государства, подъем народного хозяйства и создание основной экономической базы страны неразрывно связаны с отечественными автомобилями. Остановимся на наиболее ярких и интересных автомобилях, вошедших в историю советской автомобильной промышленности. И первый автомобиль в нашем обзоре – ГАЗ-М20 «Победа». Разработка этого автомобиля велась в годы войны. Автоконструктор Андрей Липгард и автодизайнер Валентин Ростков начали работу над проектом с пристального изучения тенденций развития легковых автомобилей, используя в качестве примера продукцию американских автозаводов. И автомобиль опередил на несколько лет даже европейское автомобилестроение. Модель не имела выступающих деталей, таких как крылья и подножки, которые были присущи для автомобилей того времени. В автомобиле не было рамы, несущие функции забрал на себя сам кузов. Разработка «Победы» была главным образом завершена в 1944 году. Первые экземпляры вышли в свет в 1946 году. Существует такая легенда. Первоначально автомобиль должен называться «Родина». Но Сталин забраковал название короткой фразой. И почему у нас Родина? После этого машину назвали «Победа». Как раз этому поспособствовала победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, одновременно демонстрируя прорыв в развитии автопрома. Автомобиль выпускался в кузове седан и кабриолет, и были все четырехдверными. Основной двигатель – это бензиновый четырехцилиндровый силовой агрегат 2,1 литра мощностью 50 лошадиных сил. Расход топлива составлял около 11 литров на 100 км. Скорость автомобиля 105 км в час. Разгон до 100 за 45 секунд. Впервые на этом автомобиле были применены гидравлические тормоза. Передняя подвеска рессорного типа. Сзади гидравлические амортизаторы двухстороннего действия. В 1955 году с кузовом «Победа» был выпущен вездеход ГАЗ-М72, ставший одним из первых кроссоверов. ЗИС-110 – первый послевоенный автомобиль дизайнера Андрея Островцева, который увидел свет в августе 1945 года. Выпускался ЗИС до 1961 года. За все время было выпущено 2100 экземпляров этой модели. Этот выпущенный на заводе имени Сталина лимузин имел элитный статус. Был предназначен для высших чинов партии, именитых ученых и работников культуры. Выглядел он, конечно, внушительно – 6 метров в длину и весил 2,5 тонны. Это 7-местный четырехдверный лимузин. Всю эту махину нес 8-цилиндровый рядный 6-литровый двигатель мощностью 140 лошадиных сил. Развивал этот автомобиль скорость 140 км в час. Для своего времени имела роскошную отделку салона. Стеклоподъемники на электрогидравлическом приводе, системы вентиляции воздуха и отопления. ЗИЛ-111. Главная цель в развитии советской промышленности 50-60-х годов – это догонять и обгонять Америку. Не обошло это стороной и советский автопром. Первый секретарь КПСС Никита Хрущев хотел такой же автомобиль, как у американского президента. Да и сталинский ЗИС-110 к концу 50-х годов, прослужив 13 лет, морально устарел и перестал устраивать по двум причинам. Первое, он никак внешне не соответствовал тенденциям тогдашнего автодизайна. И второе, ЗИС не был штучным, выпускался на конвейере и наполнял таксопарки. Глава Советского Союза никак не мог ездить на одном авто с простыми смертными. Нужен был новый представительский автомобиль. Был дан заказ, и на свет появился ЗИЛ-111, который был уж похож на американский Кадиллак. Но в нем соединили все самое лучшее, что мог дать в то время автопром. Представительский 7-местный салон, V-образный 8-цилиндровый двигатель с автоматической коробкой передач и кнопочным управлением, гидроусилитель руля, электропривод стеклоподъемников. Было произведено за все время 112 автомобилей. Самой красивой и самым массовым автомобилем представительского класса Советского Союза
была «Чайка ГАЗ-13». Этот автомобиль по своему внешнему виду является компиляцией решений американского автопрома детройтовского барокко или так называемого плавникового стиля. «Чайки» выпускались с 1959 по 1981 год, и его можно отнести к долгожителям советского автопрома. На этом автомобиле ездили главы министерств и ведомств, первых секретарей республиканской компартии и послы СССР за рубежом. Были и несколько особенных модификаций автомобиля. Киносъемочные полуфаэтоны. Был также случай производства железнодорожной дрезины на базе ГАЗ-13. В модели воплотились новые революционные в то время инженерные решения. 8-цилиндровый двигатель мощностью 195 лошадиных сил. Коробка-автомат с кнопочным переключением передач. Гидроусилитель руля, усилитель тормозов, электростеклоподъемники. Купить «Чайку» в Советском Союзе было невозможно. Это был автомобиль награда, отмечающий за заслуги перед страной. Только в 70-х годах Брежнев разрешил зарабатывать на «Чайках», и машины начали широко эксплуатироваться ЗАГСами, гиперпредставительствами зарубежных стран, министрами, участвовали на военных парадах. Возили советских послов за рубежом и звезд, посещающих СССР. Выпуск «Чайки» был завершен в 1981 году. В этой первой части моего ролика, посвященной легендарным автомобилям СССР, я рассмотрел только несколько машин. В следующем ролике у меня будут рассмотрены другие легендарные автомобили. Это ГАЗ-21 и ГАЗ-24 «Волга», ВАЗ-2101 «Копейка» и ВАЗ-2108, прозванные в народе «Зубило». И если вам мой ролик был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всего вам хорошего. Пока-пока.